В этом видео мы разберем один из самых провокационных списков на музыкальном портале Ranker – Most Overrated Composers, или переоцененные композиторы, по мнению их аудитории. Этот рейтинг формируется не критиками или историками музыки, а пользователями Ranker. Каждый может голосовать. На данный момент проголосовало 6500 человек. Но что на самом деле означает переоцененность? В музыке это не обязательно критика таланта или значимости композитора. Чаще это связано с восприятием публики. Кто-то слишком широко известен, и люди считают, что его искусство получает слишком много внимания. Кому-то приписывают глубину или сложность, которых на самом деле не ощущается. Или музыка композитора сильно популярна в коммерческих или интернет-площадках, что создает ощущение раздутой славы. Итак, вот некоторые из 47 композиторов, которых аудитория портала считает переоцененными. 47 место – Бетховен. 46 место – Шопен. 45 место – Брамс. 44 место – Стравинский. 43 место – Моцарт. 42 место – Гершвин. 41 место – Римский-Корсаков. Здесь понятно, что ничего не понятно, как они сюда попали. Ну и ладно, уж очень далеко до первой десятки, можем этот факт и опустить. Идем дальше, и там уже интереснее. 32 место – Янис Ксенакис. Для массового слушателя музыка Ксенакиса часто звучит как хаотичные звуки или шум. Это создает впечатление, что его славят слишком высоко, хотя понятен он только узкому кругу специалистов. В музыкальных кругах Ксенакис считается гением из-за инновационных методов связи с архитектурой и музыкой. Но Ranker-аудитория – это в основном любители музыки, не обязательно знакомые с теориями стохастики. Ксенакис не пишет мелодии в традиционном понимании, его музыка принципиально отличается от Бетховена, Шопена, Моцарта. Для многих слушателей переоцененный значит слишком много внимания на что-то, что не вызывает привычного музыкального удовольствия. Ну вот и результат. 32 место. 31 место – Эрик Сати. Французский композитор, один из представителей импрессионизма и раннего модернизма. Известен своими минималистичными, лаконичными произведениями «Гимнопедии» и «Гносиены». Влиял на последующих композиторов, включая Дебюсси и Равеля, и на современный минимализм. О нем я также снимала видео, как и о Ксенакисе. Музыка Сати отличается простотой мелодий и гармоний. Для слушателей, привыкших к более насыщенному музыкальному языку, это может восприниматься как слишком простая, скучная музыка, что рождает мнение о переоцененности. Часто Сати преподносится как первопроходец авангарда, хотя его влияние сложно переоценить только через медийные нарративы. Ranker-аудитория, голосуя, может видеть здесь разрыв между реальной инновационностью и популярностью, что и вызывает метку overrated. Как итог, Сати попал в список не потому, что его музыка плоха, а потому что его популярность и влияние на массовую культуру создали впечатление слишком раздутой репутации. 25 место – Дмитрий Кабалевский. Советский композитор, педагог и теоретик музыки. Известен прежде всего фортепианными произведениями для детей и юношества, сборники для обучения, этюды, простые пьесы. В СССР был очень популярен, так как его музыка активно использовалась в школах и музыкальных учебниках. С точки зрения Ranker-аудитории он переоценен, так как его музыка скорее учебная, а не великая академическая. Его нельзя сравнивать с тем же Чайковским, Рахманиновым, Прокофьевым. Его известность сильно связана с образовательной системой СССР, что может восприниматься как искусственное продвижение, особенно для зарубежной аудитории. 22 место – Карл Орф. Немецкий композитор, педагог и теоретик музыки. Известен своей «Карменой Бураной», сценической кантатой, ставшей очень популярной в концертной и массовой культуре. Орф часто ассоциируется исключительно с «О Фортуне»,
которая звучит в фильмах, рекламе, спортивных мероприятиях. Для слушателей это может создать впечатление, что его репертуар слишком однообразен, хотя у него есть множество отличных, но менее известных произведений. Музыка Орфа ориентирована на массовое воздействие. Хор, ритмичные оркестровки, запоминающиеся мотивы. В глазах части аудитории это выглядит как эффектный, но не глубокий композитор, что и порождает оценку overrated. Карл Орф попал в список не из-за низкого качества музыки, а потому что он знаменит одним культовым произведением, которое у всех на слуху. 20 место – Карл-Хайнц Штокхаузен. Он уж точно оказался в списке по очень предсказуемым причинам. Его фигура – идеальная мишень для тех, кто не принимает авангард 20 века. Штокхаузен – одна из вершин послевоенного модернизма. Серийность, алеаторика, пространственная музыка, электроника, эксперименты с формой, длительностью и восприятием. Для массовой аудитории это звучит как «шума много, музыки мало», «слишком сложно», «непонятно», «зачем это нужно» и так далее и тому подобное. Как только композитор выходит за пределы привычной гармонической системы, рейтинг среди слушателей сразу падает. Штокхаузен же формировал вокруг себя миф величия. Интервью, тексты, эпатаж, претензии на космическую миссию его музыки. Часть слушателей воспринимала это как мегаломанию, что автоматически и запускает реакцию. Если человек так высоко о себе думает, значит он переоценен. Музыковеды же и композиторы считают его фигурой огромной значимости, но для обычного слушателя его музыка мало исполняется, ее трудно понять без подготовки. Например, цикл его опер «Свет» длиной 29 часов, включающий сценическую магию, символизм, космическую мифологию. Для части аудитории это выглядит как грандиозный перформанс, а не музыка в классическом понимании. Штокхаузен позволял себе и провокации, например, после 11 сентября. А публичные скандалы часто искажают восприятие и превращают композитора в мишень. Короче говоря, Штокхаузен попал в список переоцененных, потому что слишком сложен, слишком авангардный, слишком масштабный и эпатажный, слишком уважаем академическим сообществом, слишком далек от массовых представлений о том, что такое музыка. Это типичный раскол между профессиональной репутацией и массовым восприятием. Чтобы видео не было очень длинным, давайте уже перейдем к лидирующим позициям. 5 место – Кристофер Нортон. Нортон – один из самых популярных авторов образовательного репертуара конца 20-21 века. Его микроджаз и множество сборников для учеников играют первоклассники, студенты, любители, ученики детских школ искусств. Массовая известность через учебники иногда работает против композитора. Многие считают, что учебная музыка по определению простая, а значит невеликая, и потому переоцененная, если она звучит слишком часто. Нортон – один из немногих композиторов, кто сделал гигантский бизнес на образовательных издательствах и методических пособиях. Для части аудитории это автоматический минус. Коммерческое значит не настоящее искусство. Хотя это несправедливо, но в восприятии массового слушателя это работает именно так. Его стиль – легкая поп-джазовая эстетика. Она приятная, ритмичная, легко слушается, всегда улыбается. Для профессионалов это часто звучит слишком простенько, для любителей поднадоело. Нортон пишет музыку для удовольствия, для образования, а не для философского катарсиса. Но часть слушателей считает, если композитор широко известен, но не дает экзистенциональной глубины, то он переоценен. 4 место – Филипп Гласс. Гласс стал символом минимализма, и ровно из-за этого его музыка легко имитируется, легко упрощается, легко превращается в клише.
Многие слышат несколько секунд бегающих арпеджио, и у них складывается ощущение: ну все, я понял, дальше все такое же. Для неподготовленного слушателя это звучит как однообразие, следовательно, переоцененность. Гласа исполняет в крупнейших театрах, ему посвящают исследования, он икона современности. Но часть аудитории считает, что величие должно быть посмертным. При жизни Гласа так активно канонизируют, что возник внутренний протест. Его слишком активно продвигают. Значит, подстава, заплатил и так далее. Музыка Гласа используется в кино, в рекламе, в документалистике, в массовой культуре. Парадокс. Популярность здесь работает против него. Как итог, Филипп Гласс попал в список переоцененных, потому что его стиль стал клише в массовом восприятии. Его популярность воспринимается как коммерческая простота. Минимализм кажется многим недостаточно музыкальным. Ну а заслуженные годами масштабы и культовый статус Гласса раздражают часть аудитории. Он композитор, который вызывает максимальное разделение мнений, а такие чаще всего и оказываются в рейтингах переоцененных. Третье место – Джон Кейдж. Это типичный случай, когда радикальность идеи воспринимается как переоцененность, особенно в массовом голосовании. Для массовой аудитории Кейдж – автор тишины. И хотя профессиональные музыковеды знают, что 4 минуты 33 секунды – это философский жест, исследование внимания, слушания и контекста, большинство слушателей воспринимает это как, мол, он ничего не написал, это провокация, все делают вид, что это гениально. Поэтому автоматически включает его в переоцененный список. Кейдж – фигура концептуальная, его наследие прежде всего – это философия случайности, алеаторика, работа с шумом, отказ от авторского контроля. Для многих это выглядит как теория без музыки, а когда композитора ценят за идеи, а не за мелодию и гармонию, масса соответствующе реагирует. Подготовленные пианисты и теоретики понимают эту красоту музыки случайности, но широкая публика слышит здесь удары по предметам, шумы, хаотические структуры и приходит к выводу – это эксперимент ради эксперимента. Отсюда и ярлык. Подготовленное фортепиано с гайками, болтами, резинками, пластиком между струнами стало символом Кейджа. Для музыкантов это революция, для слушателей – оскорбление инструмента. Именно такие реакции и толкают публику голосовать против него. Тем не менее, Кейджа изучают в вузах, его считают философом музыки 20 века, он влияет на современное искусство, перформанс, саунд-арт. Его влияние не очевидно для массового слушателя с улицы. Но без Кейджа не было бы многих электроакустических практик, структурной алеаторики, моста между музыкой и концептуальным искусством. Кейдж радикально разрушает привычные ожидания от музыки. Этого не любят. Второе место – Людовико Эйнауди. Ну что сказать, его музыка слишком популярна, чтобы ее не критиковали. Эйнауди – один из немногих композиторов 21 века, который стал настоящей звездой. Миллиарды прослушивания на стримингах, музыка в фильмах, сериалах, рекламе, огромные туры, публика в залах молодая и восторженная. А высокая популярность автоматически вызывает противоположную реакцию. Если все слушают, значит это попса, а не настоящее искусство. Так работает массовое восприятие. Чем популярнее, тем легче попасть в переоцененные. Минимализм Эйнауди кажется многим слишком простым, в отличие от Филиппа Гласса или Райха. Эйнауди пишет эмоциональный, кинематографичный минимализм, который легко слушается. Простые гармонии, ровная фактура, медленные нарастания, мягкие текстуры. Для профессионалов это часто звучит не более чем облегченный минимализм или ambient piano. Многие слушатели считают, что такую музыку может написать любой,
И это главный аргумент, почему его называют переоцененным. Его музыка часто используется и как фон. Эйнауди звучит в спа-центрах, в медитациях, в YouTube-роликах, видео о путешествиях, в ТикТоке, в рекламе. И когда композитор превращается в саундтрек фоновости, часть аудитории воспринимает это как снижение художественного уровня. Мол, если это музыка для расслабления, почему он считается уважаемым композитором? Отсутствие сложной формы раздражает приверженцев академической традиции, ведь с точки зрения строгих академических критериев музыка Эйнауди не строит крупные формы, не использует сложную гармонию, не развивает материал в симфоническом смысле, опирается на эффект и эмоцию, а не на конструкцию. Для массового слушателя это достоинство, для профессионалов признак банальщины, непрофессионализма, да и просто некомпозиторского подхода. У Эйнауди всегда отличный пиар и современная визуальная упаковка. Концерты на льду в Арктике, экологические манифесты, стильные клипы, модная эстетика. Для части аудитории это выглядит больше как маркетинг, чем музыка. А когда имидж воспринимают как главный продукт, композитора называют переоцененным. Эйнауди любят те, кто обычно не слушает классику. Именно этот конфликт вкусов формирует его репутацию в подобного рода рейтингах. Как итог, Эйнауди оказался в списке переоцененных, потому что его музыка слишком популярна, слишком простая для академического уха, слишком кинематографичная, слишком фоновая, слишком хорошо продается, слишком сильно раздражает и академистов, и снобов. Он композитор, вокруг которого популярность и элитарность вошли в прямой конфликт. Ну и барабанная дробь. Первое место – Юрюма. Юрюма стал символом эпохи атмосферного фортепиано на YouTube и в соцсетях. Его играет каждый второй ученик, каждый третий начинающий пианист, каждый видеоблогер, каждый романтичный тиктокер. Когда музыка звучит везде, она начинает раздражать. Восприятие Юрюмы резко поляризовано. Для одних это чистая эмоция и красота, для других же музыка для романтических клише. Его стиль мягкий, сладкий, гиперэмоциональный, уже стал символом подростковой сентиментальности. А все, что становится слишком популярным среди подростков, автоматически попадает в категорию «переоценено» в глазах взрослой аудитории. Технически музыка Юрюмы предельно проста. Она основана на повторениях. Он использует несколько любимых гармонических оборотов из композиции в композицию. Да и в целом его музыка всегда строится на одной эмоциональной кривой. Это доступный, почти поп-форматный минимализм. Его культ в поп-культуре воспринимается уже как перегретый хайп. Он стал мемом, символом красивого пианино для души. Вокруг него же ареал гениального современного композитора, созданный не серьезным академическим миром, а интернетом. Видимо, поэтому он и занимает первое место, как наиболее разрекламированный и обсуждаемый. Ему же приписывают то, чем он не является, ведь его часто называют чуть ли не классиком 21 века, лирическим гением нашего времени. Эти фразы появляются благодаря как раз его огромной фан-базе. И чем выше ожидания, тем сильнее реакция тех, кто считает это преувеличением. Его музыка же как эмоция без содержания. Основная претензия – да, он дает чувства, но не дает формы. Красивая мелодия есть, но развития, драматургии, архитектуры нет. С точки зрения академического уха мало идей, мало преобразований, мало композиционного действия. А когда эмоциональный эффект есть, а структурного нет, то вывод какой? Он всего лишь умело играет на настроении, а не на музыкальной мысли. Он слишком любимый,
слишком популярный, слишком узнаваемый, слишком сладкий, слишком. Мы можем не согласиться с мнением большинства, и это нормально. Каждый композитор имеет право на свое место в истории музыки, а восприятие произведения всегда субъективно. Главное понимать, что переоцененность – это вопрос восприятия и ожиданий, а не оценки профессиональной значимости. Напишите в комментариях, кого вы считаете переоцененным композитором и почему. Посмотрим, совпадают ли наши впечатления с голосованием. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч!